Вы на канале Скитальца, и мы продолжаем прохождение мода «Путь во мгле». Фургон нам сказал поговорить с шаманом. Прям тебе древнегреческая трагедия. Живая душа в царстве смерти. И тебе не хворать. Что за дело? Садись, серьезное дело. Патогеныч мне рассказал про нашего связного. Уж не знаю, в курсе был логопед или Шпала сам это все устроил, но мне это осточертело. Пора кончать с этими отморозками. Ты в деле? Разумеется. Что от меня требуется? В сущности, почти ничего. Оружия у нас предостаточно, патронов и брони на всех хватит. А вот с людьми у нас совсем худо. Как видишь, тут на АТП нас не так много. Новичков из деревни я в расчет не беру, там одна зелень. Чтобы раз и навсегда разобраться с бандитами, нам нужны союзники. Военные нам помогать не станут, слишком гордые. Долгу наши проблемы по боку, они с мутантами воюют. Свобода даже не в курсе, что здесь происходит, да и с бандитами у них вроде как нейтралитет. Вот и выходит, что мы совсем одни против этой воровской своры. И что же делать? Есть у меня одна мысль, кто нам сможет помочь. Смотаешься к Сидоровичу кое-зачем? Да без проблем. Вот и отлично. Я сейчас с ним спешусь, он тебе необходимое и выдаст при встрече. Все, можешь бежать. Угу. Так, ну все, будем бежать к Сидоровичу. Аллилуйя, это свершилось, он вышел. Вот он стоит. Придурочный. Слушаю тебя. Даже не пришлось его убивать. Ну, здорово. Ну, здорово. Здорово, Сидорович, меня шаман прислал, что-то забрать надо. Ага, я в курсе, держи свой ящик. Неужели решили с болотными задружиться? Чего? Я не в курсе. Ого, тяжелый ящик. А что еще за болотные? А, ну раз ты не в курсе, не буду портить тебе сюрприз. Придет время и узнаешь, хе. И смотри, не роняй ящик, там аппаратура ценная. Постараюсь. Ну ладно, я пошел. Радиостанция какая-то. Выдал нам. Не брат ты мне. Дальше вы знаете. Так, ну все, забирай. Ух, притащил я вашу аппаратуру. Тяжелая. Отлично, Саван. Сейчас настроим. Главное, чтобы ответили. Я еще чем-то могу помочь? Да, Саван, но позже. А пока можешь своими делами заняться. Только далеко не уходи. Не сегодня, завтра твоя помощь пригодится. Всех помощь пригодится. Понял, с кордона ни-ни. Так, а у нас КПК уже готов. Сейчас посмотрим. Опа. А где фургон? К Патогенычу зашел? Да нет, не видать его. Фургона не видал, я к нему с услугой обратился, а он куда-то свалил. Странно. Я без понятия, куда он уйти мог. Мне не докладывает. Хотя постой-ка, Серега буквально 5 минут назад вернулся с ходки, и что-то он про фургона говорил. Кажется, тот Серегу чуть с ног не сбил у остановки. Бежал куда-то в сторону элеватора. Ты там и глянь. Спасибо, побегу гляну. Куда это фургон намылился? Интересно. Неужто предать нас захотел? Или там тайник был? КПК какой-то очень вкусный. Так, а здесь никого нету. Или есть? Опа. Застрелили, ёб твою мать. КПК Яблонского. Сообщение 64. Искомая группа в заданное время не появилась. Наш информатор сообщил об отсутствии каких-либо следов. Любой ценой необходимо пресечь попытку перемещения священной части монолита за периметр. Сообщение 65. Кроме нас, за артефактом начала охоту группировка «Спектрум». Цели и задачи их не ясны. В любом случае, все имеющие причастность к краже должны быть уничтожены, а артефакт обязан вернуться обратно в саркофаг. Сообщение 66. Артефакт крайне опасен, пси-излучение зашкаливает, бойцы Монолита при контакте испытывают сильные психические нагрузки. Открытие контейнера обычным человеком приведет к мгновенной смерти. Сообщение 67. Недавно были получены координаты одного из сталкеров, укравшего часть нашего священного камня. Необходимо выдвинуться в район лаборатории и предать врагов Монолита смерти. Охренеть. 9 часов были в отключке. Ты куда пропал? Давай мигом ко мне, я в деревне новичков, жду тебя.
пропал, блядь, меня вырубили. И труп фургона забрали. Так это КПК монолитовца? Вроде даже не обокрали. И КПК не забрали. Что там Борланд от нас хочет? Я бы, кстати, поспал, чтобы ночью не ходить. Ага, поспал. Ты куда пропал? Я уже тебя обыскался. Ты себе представить не можешь. Пока тебя не было, со мной такое случилось. Да что тут случиться-то могло? Мутанты потрепали или бандиты обобрали? Да какое там? Мне чуть череп не проломили на элеваторе, представляешь? Сзади кто-то подкрался и прям по башке мне зарядил. До сих пор трещит. А какого хрена ты на элеваторе делал? Я фургона там искал, он мне должен был КПК свободовца разблокировать. И нашел, только уже поздно было, убили фургона. Ничего себе. А кто же фургона-то убил? Неужели все из-за этого КПК? Про свободовца-самоубийцу уже по всему кордону слухи ходят. А тут еще и КПК его есть. Что там за история произошла? Да вот, освободил я этого ошалевшего свободовца из плена, а он вместо спасибо себе пулю в висок пустил. При нем, кроме заблокированного КПК, ничего не было. Ну я и отнес его к фургону, чтоб он разблокировал. И что там в КПК? Есть что-нибудь интересное? Не все понятно, может ты разберешься? Давай попробую. Так, ага. Ничего себе. Это все? Интересно получается. Это что ж за артефакт такой у монолита уперли? И про лабораторию под кордоном я впервые слышу. Есть тут какие-то служебные тоннели, но куда ведут, никто не знает. Да и агент монолита под прикрытием свободовца. Как сказать, не поверят. Как думаешь, правда в КПК написано? Ну, в смысле, про артефакт и про лабораторию. Я думаю, это пустая трата времени. Артефакт, если и был, то, скорее всего, его уже кто-нибудь нашел и загнал Сидоровичу или еще кому. А вот проверить информацию о лаборатории я был бы не прочь. Представляешь, если там еще никого из сталкеров не было? Там ведь такого насобирать можно. И никакой клондайк артефактов не нужен. Ну так как поступим? Я попробую у Сидоровича разузнать про катакомбы. Он в своем подвале давно сидит, считай, один из первых сталкеров, должен хоть что-то знать. А тебе, брат, самое ответственное задание – сходить к логопеду. Попробуй у него что-нибудь выудить про пленного свободовца. Бандиты, походу, так и не узнали, что у них в плену монолитовец был. Попытайся выяснить, где они его поймали. Может, там поблизости и есть вход в катакомбы. Только будь осторожен, с братками шутки плохи. Да уж постараюсь. Так, все, а теперь спать. Так и не отдали мои инструменты фургону. Ну, значит, они все были здесь на кордоне, а я плохо искал. Только я вот понять не могу, на кой хер фургон попёрся в одиночку на элеватор. Так, ну сейчас пообщаемся с логопедом. Есть минутка? Чего тебе? Только быстро давай, время деньги. Говорят, ваши орлы какого-то свободовца на днях повязали. Малыш, ты хоть понимаешь, куда ты пришел, перед кем стоишь и что ты тут несешь? Извините, обознался, уже ухожу. Так, и что? Обратно возвращаться? Опа. Класс. Опять по морде дали. Шорох. Ну все, сталкер, суши весла. Да что ж такое-то? Ну почему все меня по голове бьют? Скажи спасибо, что живым оставили. Видать, у логопеда на тебя особые планы. Черт, башка болит, сил нет. Слушай, дружище, а может договоримся? Я могу заплатить. Да чем ты заплатишь? У тебя же нет ничего. Да и с логопедом я потом разбираться не хочу. У моего напарника деньги есть, он заплатит. Сколько скажешь, заплатит. Его Борландом зовут. Борланд, говоришь? Слыхал я про такого. Этот, может, и заплатит. Ладно, ты пока тут посиди, а я с твоим дружком перетру. А куда я денусь отсюда? Класс. Тюрягу запекли. Бля, как-то свалить отсюда может. Съебаться по-тихому. А, ни хрена мне не оставили, кроме настойки и 3 КПК. Не парься, Саван, сейчас освободим тебя. Ну давай, освобождай. О, налет пошел. Чистонебовцы.
Тайничок увидел. Кто увидел тайничок, а ну напишите в комментариях. Ты покойник! Ну что там, освобождайте. Класс. Холод. Опа. Ну что, мужик, потрепало тебя взрывом? Извини, перестарались мои ребята. Но зато и тебя высвободили. И себе новое жилье отбили. Ох, башка. Да что ж за день-то такой? Спасибо, что хоть не убили. Шутишь? Значит, живой. Тебя как звать-то? Саваном все кличут. Сам-то кто таков будешь? А меня все Холодом называют. А вы кто такие будете? Ну, про нашу группировку и в годы ее расцвета мало кто слышал. А сейчас и вовсе никто не знает. Некоторые зовут нас Болотными. А вообще мы все, что осталось от группировки Чистое Небо. Была такая, знаешь, научно-исследовательская группа. Была, да сплыла. А что случилось? Что случилось? Да я и сам толком не знаю, что тогда случилось. До сих пор разобраться не можем. А тут какими судьбами? Да вот, откликнулись на помощь шаману. Да и надоели нам болото. Хватит уже в луже сидеть, надо в мир выходить. Вот мы и решили перебраться к вам на кордон. Ну тогда добро пожаловать. Поговорить с Борландом. Так, тут тайничок у нас был. Оп, кто заметил? Мне бы шмотки свои вернуть. Опа, нашел. Все, забираем все себе. Вот и отлично. Здорово. Привет, брат! Вот ты где. А мы уже весь лагерь перешерстили. Ну что, жив цел орел? Ага, познакомился вот с нашими друзьями новыми. Это ты про Холода, что ли? Ну так мы с ним давно знакомы. Да только не виделись уже несколько лет. Приятная встреча. Ну что, пошли в деревню, обсудим наши дела. Я тут кое-что нашел в записях логопеда. Думаю, тебе будет интересно. Кстати, держи свои шмотки, не вечно же мне их таскать. Пойдем скорее, жрать охота, сил нет. Хорошо, что все обошлось, а то так могли бы и грохнуть тебя бандиты. Ладно, не будем о грустном. Я тут много чего разузнал. Ну, что ты там накопал? Да много интересного. Ладно, давай о деле. Узнал я, где свободовца поймали. Представляешь, бандиты его почти у самой деревни поймали. То есть прямо здесь? Почти. Тут на холме есть будка железная. Вот у этой будки его и взяли. Ты прикинь, бандиты еще так далеко на сталкерскую территорию не заходили раньше. Видать, они свободовца долго выслеживали. А что за будка-то? Да обычная будка, хрен его знает, зачем ее туда поставили. Может, вентиляция какая. Хотя выяснить это невозможно, внутрь не попасть, дверь заварена намертво. И что же делать? А вот здесь начинается самое интересное. Ты знаешь часовщика? Нет, а кто это? Есть тут один старичок, часами увлекается. Говорят, что он в этой деревне с самого дня основания живет. То есть еще до первой катастрофы 86-го года поселился. Представляешь? И вторую катастрофу пережил. А нам-то он чем помочь может? Так вот, у логопеда в ноутбуке были чертежи каких-то старых коммуникаций. Трубы, тоннели, вентиляционные отдушины. Я так прикинул, и получается, что один из этих тоннелей как раз проходит под домом этого часовщика. И что ты предлагаешь, вломиться в дом этого старика и устроить обыск? Ты дурак, что ли? Зачем вламываться? Мы его культурно попросим. Вдруг старику чего надо, мы и принесем. Ну что, сходишь поговоришь с часовщиком? А чего я сразу? У меня со стариками как-то не очень в последнее время. Мне к шаману надо смотаться, отдать ноутбук логопеда, в нем еще много полезной для сталкеров информации. Не боись, всю информацию о катакомбах я с ноутбука удалил. Так что теперь кроме нас больше про эти подземелья никто не знает. Ну ладно, пойду поговорю. Найти часовщика. А, так он здесь, в деревне живет. Прикол. А я его даже не видел. Точно хреново осматривался. Постучать. Не открывает, но видимо там никого и нету. Может, волк знает? Здорово, брат. Здравствуй, волк. Вот разузнать у тебя хотел. Не знаешь случаем, где мне найти часовщика? То моего нет, а у меня к нему вопрос имеется.
Ну так ушел он, позавчера еще. А куда ушел? На болото? Он там травы какие-то собирает, а потом настойки делает. От простуды самое то, я тебе скажу. Да и от других болячек помогает. Эх, обидно. А скоро вернется? Да сегодня и вернется. Сколько там уже натикало? Должен был прийти уже. Странно, он никогда не опаздывает. Не зря его часовщиком прозвали. Может, чего случилось? Слушай, Саван, тебе ответственное поручение. Беги к тоннелю, что недалеко от барьера. Через этот тоннель часовщик и должен был вернуться. Мало ли что там стряслось. Он хоть мужик и опытный, всю жизнь в зоне, но возраст свое берет. Координаты я тебе скинул. Все, бегом давай. Считай уже там. Так, к тоннелю. Блять, а там вот Ну, в этом привет. тоннеле химера была. Я надеюсь, новая не появилась там, чисто случайно. Плюс военные могли увидеть, подстрелить. На всякий случай. А, собаки напали. Живучая тварь. Здорово. Сейчас, подожди, я перезаряжусь. Спасибо тебе, парнишка. Что-то мутанты взбесились в последнее время, проходу не дают. Да не за что, дедуля. Вы ведь часовщик? Ну да. А ты сам кто будешь? Меня Саваном кличут. Я вас как раз искал. Меня? Надо же. И чем я могу тебе помочь? Расскажите мне о тоннеле под деревней. О как. Я смотрю, ты парень не промах. Вокруг да около не ходишь. Рубишь с плеча. Что ж, уважаю прямых людей. Ладно, расскажу тебе все как есть. Но сам понимаешь, никому ни слова. Понял? Могила. После Великой Отечественной войны руководство СССР было крайне обеспокоено защитными мерами и путями отхода высокопоставленных лиц. Поэтому было решено создать тайную разветвленную подземную коммуникационную сеть. В первую очередь, эта сеть должна была обеспечить экстренную эвакуацию из осажденных городов, таких как Киев, Минск и Москва. Одна из подземных железнодорожных веток этой сети расположена здесь, под зоной. Это путь Киев-Минск. Вместе с этой веткой были построены подземные коммуникации для обслуживания подвижного состава, а также для доставки материалов в другие важные объекты, коих на тот момент везде хватало. А меня тут поставили охранять черный ход. Вот с тех самых пор и сторожу. То есть, тоннель под деревней ведет к железной дороге? Не может быть. Эх, не пожил ты при Союзе. В те времена еще и не такое делали. Реки вспять поворачивали. О как. А уж дыр в земле нарыть это расплюнуть было. И это, как туда попасть? Ну, в катакомбы эти. Уж очень посмотреть охота. Ишь ты шустрый какой. С чего это я должен тебя в тоннель пущать? Мне начальство строго-настрого велело никого без ведома не пускать. Дед, какое начальство? Тут зона давным-давно, не осталось твоего начальства. Как не осталось? А шумит там кто? Где? В тоннеле. Каждую ночь кто-то шумит. Если это не начальство, то кто? Да мало ли тварей там поселиться могло за прошедшие годы. Хочешь, гляну? Ну, хитрец, обмануть меня хотел? Ладно, я тебе вроде как обязан. Так уж и быть, вот тебе запасной ключ от моей хаты. Только ничего в доме не трогай. Лады, дед, спасибо тебе. Отлично. Ключик вытащили. Теперь надо с Борландом поговорить. Я надеюсь, Борланд в деревне? Ты оружие-то опусти, мужик. Ты, сука, мне должен. Я тебя спас. О, в деревне, слава богу. Вот ты где. Ну что, разузнал у часовщика о подземке? Ага, и не только разузнал, но и ключ получил от комнаты, в которой есть спуск в подземелье. Отлично, не ожидал, что так легко получится получить доступ в подземелье. Ну что, есть желание спуститься в подземелье? А то, пошли. Двинули. Спуститься в подземелье. Так, ну что, открываем. Если что, он сказал ничего в хате не трогать. Хатка небольшая, конечно. Ебать. Ну, конечно. Пиздануться с лестницы. Саван, как так? Саван, ты живой? Ну ты выдал. Ты как упасть умудрился-то?
Ох, живой, живой. Да что мне сделается? Ногу вот подвернул. Пошли, альпинист хренов. Да чего ж ты неуклюжий? Погоди, я что-то слышал. Чего еще? Тихо. Пошли за мной, не шуми. Давай вперед, я за тобой. Ёб твою мать. Тушканчики. Так, подожди, Борланд. Не отставай, Саван. Да ты подожди. У нас тут нихера себе подземелье. Ладно, не будем. Я смотрю, тут очень много где пройти можно, поэтому давайте за Борландом идти. Все, пошли, пошли, давай. Или с тобой поговорить надо? Нет, не надо. И ничего тут никакой не запрятали, к сожалению. Так, здесь аккуратно. Не отставай, Саван. Да ты иди... Ты идиот? Это ты отстаешь? Костры с костей. Опа. Сидорович, ёб твою мать. Ты что тут делаешь? Ты что тут делаешь, придурочный? Ну чё стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Тьфу ты, напугали черти окаянные. Какого лешего вы тут делаете? Сидорович? Вот так встреча. Ты сам-то тут что делаешь? Не твое собачье дело. Это ж надо, 3-й раз за неделю сигнализацию ломают. И откуда вы такие умные беретесь? Сидор, какая сигнализация? Какой 3-й раз за неделю? Мы тут впервые, честная пионерская. Хорош заливать мне. А кто еще мог сигналку зацепить? Она на человека рассчитана. Тушканам или собакам не зацепить. Да и не лазают тут мутанты. А значит, только человек мог наступить на сигнальную растяжку. И если не вы, то кто? Сидорович, честное слово, мы ничего такого не хотели. Мы договорились с часовщиком, что он пустит нас посмотреть на тоннели и катакомбы. Ничего дурного мы не замышляли. Погоди-ка, так вас часовщик пустил? То есть вы не через трубу сюда попали? Какую еще трубу? Мы по лестнице спустились. А что за труба? Так, это уже скверно. Ты, Саван, порой и ведешь себя как дурачок, но врать не умеешь. А значит, за последнюю неделю сюда проникли 3-ды, не считая вас. Так что ты говоришь, вы здесь ищете? Ничего не говорю, просто мы посмотреть хотели, что тут да как. Интересно же. Саван, давай на чистоту. Я же тебя насквозь вижу. От меня ничего не утаишь. Вон и Борланд это подтвердит. Да мы, это, как бы... Выкладывай все как есть, не тяни. Ну ладно, ты ведь слышал о случае со сталкером из Свободы? Про самоубийцу-то? Конечно слышал, да весь кордон на ушах стоит. Как бы сюда свободные не нагрянули для расследования. Им ведь и не докажешь, что он сам себе пулю в лоб пустил. Из свидетелей только ты, так что там с этим сталкером? Он не из свободных. Это был тайный агент Монолита. Да ладно, не может быть. Чего ему тут делать-то? Их группировка уже давно того, распалась. Кукловодов-то всех порешили. Это ты про что? Да потом как-нибудь расскажу. Сейчас-то уже секреты можно не хранить, так что с тобой поделюсь информацией. Ты мне сначала про агента этого расскажи. Неспроста же ты о нем разговор завел. Ну так вот, у монолитовца этого при себе был КПК, да только заблокированный. Я попросил фургона его разблокировать. Это как раз когда я к тебе за рацией приходил было. Я когда от тебя вернулся, пошел к технику, а его и след простыл. Я его искать отправился и нашел. Лучше бы и не находил. Ну, не молчи. Что случилось-то? Убили фургона. Так вот, куда он пропал. А его уже сутки всем лагерем ищут. Чего ж ты раньше-то молчал? Да погоди ты, Сидорович, дай закончить. Я когда над фургоном наклонился, меня по башке кто-то хорошенько треснул. Я несколько часов без сознания на элеваторе пробыл. А как очнулся, так фургона и след простыл. Как и не было его там. И кто бы мне поверил, что не я его убил, если даже тела нет. Но это ты верно подметил. Погоди-ка, где, говоришь, фургона нашел? На элеваторе? Ну да, вчера. А что? Есть какие-то соображения, кто мог меня вырубить? Есть, но тебе сказать не могу. Скажу лишь, что я организовал вчера встречу для очень серьезных людей на элеваторе. И встреча эта сорвалась. Видимо, из-за тебя и фургона.
Но вот кто мог убить техника, для меня остается загадкой. Хотя... Что? Сидорович, не темни. Фургона убили, тут не до конфиденциальности. Ладно, так уж и быть, дело серьезное. На элеватор я отправил одного сталкера. Он на днях на свалке нашел один занятный контейнер, который уже давно разыскивали мои клиенты из центра зоны. Это их деньги упер Шмыга. А что за контейнер? Что внутри и кто тот сталкер? Да кто ж его знает, что внутри контейнера? Я его не открывал, только глянул на цифры на крышке и сразу смекнул, что это тот контейнер, что искали мои клиенты. Сталкера того дуболомом кличут. Очень он обрадовался, когда я ему рассказал про сделку. Сам я не решился выкупать у него контейнер, поэтому и организовал встречу. Да только теперь не знаю, что там случилось. Клиент контейнер не получил, сталкер исчез. Да еще и ты с фургоном. Мои клиенты не могли на фургона напасть, не их методы. Да и сталкер тоже вряд ли на такое решился бы. Хотя я за него поручиться не смогу. Остается кто-то третий. Может, бандиты? Дуболом? Ну ничего себе. Я же его знаю, меня Волк просил найти этого сталкера при первой встрече. Он мне еще тогда странным показался. На свой хабар ему явно плевать было. А он вон чего задумал. Может, он и убил фургона, а потом и меня по голове огрел как свидетеля. Может и он, хотя мужик вроде нормальный, без заскоков. Зачем ему было фургона убивать? Не знаю. Вот уж действительно странная история. И где теперь дуболома искать тоже неизвестно. Да, дела. Так на чем я остановился? Ах да, вспомнил. У фургона я нашел разблокированный КПК монолитовца. В нем осталось лишь несколько последних сообщений. Вкратце там говорилось о некой группе сталкеров, которые украли артефакт у монолитовцев, и те их преследовали. Артефакт оказывает на людей губительное воздействие. Что-то там про психику было написано, слишком заумно. Поэтому его поместили в контейнер. И этот контейнер у монолитовцев и умыкнули сталкеры. Контейнер, говоришь? Уж не тот ли это контейнер? Может и тот. В общем, слушай дальше. Во время погони нескольких сталкеров убили, но оставшимся удалось затеряться. Поэтому монолитовцы привлекли своих агентов под прикрытием, чтобы те обнаружили похитителей. Не знаю, сколько этих агентов было, но сюда на кордон добрался агент под прикрытием свободовцев. Он проследил одного из сталкеров до деревни новичков, но его самого повязали бандиты. Уж и не знаю, зачем им это нужно было. Ничего не понимаю. Получается, что дуболом и есть один из тех сталкеров? Да не может этого быть. Он в зоне всего пару недель, только на днях на свалку выбрался. Пробыл там всего день и назад вернулся. Тем же днем он и принес мне тот самый контейнер. Что дальше было, я тебе уже рассказал. Значит, дуболом нашел этот контейнер на свалке. Скорее всего, те сталкеры, что украли артефакт, спрятали его на свалке, а дуболом случайно наткнулся на него. Не мог же он их убить? Или мог? Фургона же кто-то убил? И еще этот артефакт. Как думаешь, Сидорович, что за артефакт в контейнере? Да кто ж его знает? Артефакты каждый день новые появляются. Но если прикинуть, вспоминается мне один артефакт со схожим действием. Маятник называется. Только это крайне редкий артефакт. Их всего 2 штуки находили. Стоит бешеных денег. И за что же он так ценится? Этот артефакт двухсторонний. Он имеет 2 разнонаправленных свойства. С одной стороны он поглощает все пси-излучение, а с другой наоборот излучает его с неимоверной мощью. Полюсы поглощения излучения меняются друг с другом в течение некоторого времени, через час или около того. Поэтому его нужно постоянно переворачивать, если несешь на поясе. Впервые этот артефакт нашла группа брокера, но тогда они не сразу выяснили свойства маятника. Поэтому до лагеря ученых на Янтаре живым добрался только штопор. Еле на ногах держался. Ботаники его на вертолете на Большую Землю вывезли, а артефакт, естественно, себе на изучение оставили. У них самих несколько лаборантов чуть не померли, пока подходящий защитный контейнер собрали. Это я потом уже узнал из копии отчета. Сахаров подсуетил. С тех пор про первый артефакт ничего не известно. Наверное, до сих пор в каком-нибудь секретном НИИ изучают. А про второй что знаешь? О, а тут история куда интересней произошла. Слыхал о стрелке? Нет, не знаю такого. А что за стрелок? О, брат, это не сталкер, легенда. Не знаю я, когда он в зоне появился, но дело свое знал на все 100. Такие артефакты порой приносил, закачаешься. И где только находил, никто до сих пор не поймет. И вот как раз посчастливилось ему найти этот самый маятник. Стрелок парень смышленый был.
Как только поплохело, он сразу сообразил, что у артефакта негативное влияние имеется. Уже не знаю, сколько дней он этот артефакт изучал, но выяснил про него почти все то же, что и ученые у себя в лабораториях. И это в полевых условиях, представляешь? После этого он и стал всюду этот артефакт таскать. И благодаря ему же он и через выжигатель мозгов свою группу провел. Столько всего тогда принесли, хабара на небольшой остров в Тихом океане хватило бы. Торговцы со всей зоны чуть не в очередь к нему выстраивались за артефактами. А он упертый, несколько штук продал, а остальные то ли себе оставил, то ли еще куда дел. Эх, хороший мужик был. Почему был? Что с ним случилось? Пару лет назад стрелок внезапно пропал. Тогда мы подумали, что он погиб от мощнейшего выброса. Раньше таких я не видел. И поверь мне, я тут многое повидал. Но спустя несколько месяцев стрелка нашли живым в одном из грузовиков смерти. Как он туда попал, неизвестно. Да он и сам ничего не помнил, даже имени своего. Я его тогда сразу не узнал, на него смотреть страшно было. Худой, весь в ссадинах, лицо обветренное, непонятные шрамы по всему телу. И еще эта метка на руке, будто звери клеймили. Татуировка «Сталкер». Но самое странное это то, что в его КПК имелась лишь одна запись «Убить стрелка». То есть самого себя, представляешь? И как он поступил? Не скрою, я с Меченого, так мы его за татуировку прозвали, тоже свою выгоду поимел. Ему ведь стрелка найти нужно было, а значит и его тайники он наверняка мог бы найти. Но самым интересным для нас оставался путь на север зоны. Там ведь клондайк артефактов находится. Но мы с остальными торговцами и решили в темную использовать Меченого. Что-то я не удивлен. Так вот, Стрелок, то есть Меченый, отправился на поиски самого себя, то есть по своим же следам на север зоны пошел. Ученые ему помогли с прототипом пси-блокатора, чтобы мозги не закипели. Взамен Меченый, сам того не ведая, собирал для них всю информацию о недоступных участках зоны. Заодно и 2 излучателя отключил. Один на озере Янтарь, другой на радаре, тот самый выжигатель мозгов. Путь к Припяти и центру зоны был открыт. Нельзя было этого делать, да кто ж знал, как все обернется. Все в зоне как с ума посходили, только ленивый не отправился к центру. Все к исполнителю желаний хотели первыми попасть. Я тогда обрадовался, все, думаю, путь к Припяти и ЧАЭС открыт, теперь артефакты ко мне рекой польются. Да не тут-то было, назад никто не возвращался. Набрали в долг снаряги и двинули к саркофагу. А как до Припяти дошли, там большинство и полегло. Весь город просто кишел монолитовцами. Да и группировки со своими принципами снова войну развязали. Никто не хотел отступать, все рвались только вперед. Позже и военные подтянулись. В общем, такой кипиш начался. И под финал произошел выброс. Народу полегло не сосчитать. А Стрелок он выбрался? Не знаю. Не видел его здесь никто после того случая. И даже пси-блокатор с передатчиком найти не удалось. Хотя там имеется GPS-модуль. Видать, выброс повредил его. Последние координаты указывали на вход в саркофаг. То есть Стрелок добрался до него за пару минут до выброса. Может и остался в живых, да только не узнаем мы этого. С тех пор уже год прошел. В центре много народу побывало. В одном из бункеров возле ЧАЭС нашли какую-то лабораторию странную. Там трупы в капсулах лежали. Притом, будто во сне их застрелили. Сталкеры тогда много всяких документов нашли. Все ученым сдали. А там такое написано было, что никто и не поверил. Но потом мы все же пришли к выводу, что это правда. Что ж там написано-то было? Там имелась техническая информация касательно пси-излучателей, генераторов и исполнителя желаний. Оказалось, что монолит был искусственным объектом. Его использовали для промывания мозгов фанатикам. Это объяснило тот факт, что никакого исполнителя желаний никто после того выброса не нашел. В саркофаге ничего не было, кроме разрушенного реактора. С помощью этого устройства некие ученые из проекта осознания, как они себя называли в документах, гипнотизировали сталкеров, подобравшихся слишком близко к тайне возникновения зоны. Завербованным агентам давали скрытые задания и отправляли к границам зоны. Видимо, Стрелок каким-то образом стал одним из этих агентов и получал задания на убийство самого себя. Но потом монолит был уничтожен. Монолитовских фанатиков начало отпускать. Несколько десятков отрядов из центра вернулись, ничего не помнят. Их тут чуть не поубивали сначала, враги ведь бывшие. Но оказывается, не все от гипноза отошли. Судя по твоему рассказу, еще много таких марионеток без кукловодов. И ведь что-то они затевают. Не зря маятник в контейнер поместили. Интересно, это тот самый артефакт, что Стрелку принадлежал?
Вот это мы с Борландом и попробуем выяснить. Спасибо за интересную историю. Пойдем мы дальше бродить по катакомбам. Погоди, Саван, дело есть. В свете обозначенных событий предлагаю вам заключить сделку. Я вам экипировку и оружие по первому разряду даю. А вы как найдете маятник, то продадите его именно мне. Заплачу хорошие деньги. Что скажешь? Не знаю, Сидорович, а вдруг мы не найдем ничего? Ну тогда за аренду снаряги по минимуму заплатите. Главное, чтоб в живых остались. А то потом искать еще вас, да броню с трупов снимать. Дело не из приятных. Спасибо, успокоил. Обдумать надо, посоветоваться. Давай мы позже зайдем, хорошо? А пока мы тут побродим, может дуболома найдем. Удачи! Ох, какой длинный диалог. Вот так дела. Ну и в историю мы с тобой влезли. Что думаешь, справимся? Найдем артефакт? Не знаю, как-то все слишком серьезно. Да и Сидорович мне не нравится, явно что-то утаил. Да ладно тебе, Саван, не интересно тебе что ли? Сколько уже трудностей преодолели, а теперь обратно поворачивать? Соглашайся. Ну, наверное, ты прав. Если этот артефакт действительно такой дорогой, как сказал Сидорович, то я смогу сразу же вернуться на Большую Землю. Ну, какой-никакой, а мотив. Всем нам что-то кушать покупать надо, так что я тебя понимаю. Договорились, идем дальше в катакомбы, только к Сидоровичу за ключом я не пойду. Жди здесь, а я у часовщика ключ попрошу, у него наверняка должен быть. Выбраться из подземелья, а сюда нельзя? О, можно. Ну ни хрена себе, Сидорович. А только дверь здесь закрыта, не получится. Да, ну и дела. Так, а наверх-то мне как подняться? Что-то ни хера себе тут расследования происходят. Опа, нашли. Ай. Так, дома он или нет? О, явился, не запылился. Чего тебе еще надо? Дед, что случилось? Ты чего злой такой? Он еще и издевается. Ты зачем у меня в хате шурудил? Что искал? Деньги, ценности? Нет у меня ничего, кроме часов. Да и те не рабочие. Дед, да ты чего? Не искал я у тебя ничего. Делать мне больше нечего. А кто у меня по шкафам лазал? Домовой? Еще и карту уперли. Какую карту? Карту доступа. Ключ, если проще говорить. Уж не от двери ли в подземную лабораторию? А ты откуда знаешь? Точно ты взял. Давай обратно. Вот так совпадение. А я как раз у тебя хотел этот ключ попросить. Нет у меня карты, дед. Но кажется, знаю я, кто мог ее у тебя украсть. Что ж, придется обратиться за помощью к торговцу. Сынок, ты найди того гаденыша, что по шкафам моим без спросу лазал. Очень прошу. Ни стыда, ни совести у людей. И ключ мой верни. Все сделаю, дед, не переживай. Поговорить с Сидоровичем. Так, а Сидорович уже вернулся, да? Вот Ну, ты здорово. старый хрыч. Я обдумал твое предложение. Мы согласны. Вот это другой разговор. Сейчас, где тут у меня припрятано? Вот. Все как и говорил. Это хоть и не самое лучшее снаряжение, зато проверено во множестве ходок. Лучше только под заказ Большой Земли достать можно. Давай КПК, скину тебе мастер-код. Он 100% подойдет, в отличие от обычных служебных шифров. Вот еще амуниция, как и обещал. Сейчас я пропущу тебя через свой ход. Ну что, готов? Готов. Опа. Так, и что он нам выдаст? Ох, ни хрена себе. Да ты, Сидорович, даешь. Я на перегрузе теперь. Так, я отгрузился, поскидывал все вещи, чтобы быть готовым к ходке. Так, ну и спускаться в подземелье мы с вами будем уже в следующей серии. А пока что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих сериях. Всем пока.